Я приветствую вас, с вами Лика. Тема нашего расклада сегодня – какие изменения вообще идут в вашу жизнь, в какую сферу вашей жизни, да? Разберем то, что покажут карты. Возможно, какая-то ситуация сейчас, да, в вашей жизни сформировалась, которая несет с собой перемены. Возможно, глобальные перемены в вашей жизни. Посмотрим, для чего и к чему вам вообще быть готовым. В конце спросим, как я всегда в таких раскладах делаю, мы спросим совет у ваших ангелов, архангелов, да, высших сил для вас. Разберем все поэтапно. Я вам напоминаю, это общий расклад. Когда смотрите, слушаете, вот то, что откликается, оставляйте. По возможности после расклада 10-15 минут побудьте наедине с собой, в тишине по возможности. Можно включить какую-то спокойную музыку, проанализировать то, что вы услышали, сердцем, посмотреть, что вы как бы из этого получили, да? Какой знак, какой совет. Все, что не откликается, пропускайте и отпускайте. Не нужно на себя брать энергетику, которая вам не нужна. Что ж, давайте приступать. Пятерка дисков. Беспокойство – это, знаете, состояние, когда очень всего много навалилось в жизни. Вы человек такой, который вот привыкли решать все сами. Ну, в большинстве случаев. То есть, как говорится, рядом есть люди, да, с которыми вы, возможно, советуетесь при решении или принятии решения каких-то вопросов. Но вы многозадачник. Вот человек, который вот ставит перед собой много задач и привык их добиваться. Эти задачи как бы преодолевать, да, также цели, да, сюда относятся. И вы привыкли к этому. Много. Во всех сферах своей жизни вы стараетесь успевать все делать. Но вот сейчас у вас пришло, знаете, такой пришел момент, когда вы начали понимать, что что-то вот что-то я делаю не так. Возможно, в себе стали сомневаться, да, уверенность пропала. Сомнения пошли по поводу будущего еще вашего. Что-то могло прийти такое, что подшатнуло ваш фундамент. И материальная сфера могла, да, пострадать, и уверенность, говорю, именно эмоциональная сторона. Вы привыкли как-то все строить по кирпичику, вылаживать, и вот вас устраивало все. Но что-то, говорю, вот произошло, то, что сейчас в вашем мире привело к какому-то вот, ну да, элементарно к беспокойству. Вы тревожитесь внутри, тревожитесь именно, может быть, не столько от внешних обстоятельств, возможно, что-то чувствуете, что вот есть предчувствие чего-то такого, что вас вводит, возможно, в стресс, либо, может быть, страх проявляется, да? Может, чего-то боитесь. Я говорю, вы привыкли жить, что в вашей жизни все идет вот как бы не то, что по накатанному плану. Некоторые сферы давались легко в вашей жизни. Эмоционально вы человек такой, да, что вот люди вас любят. Ну, любят как? За то, что вы вот открытый, добрый, искренний. Многие, сейчас мы не будем говорить о том, кто как этим пользуется, да, а именно о тех людях, которые к вам тянутся. У вас в характере есть такая черта, что вы, говорю, даже если у вас плохое настроение или вы отрицаете вообще весь мир от себя, вы стараетесь ближнего своего не обидеть. И если у вас есть вот большая, да, часть чего-то, вы всегда готовы поделиться. Но также эта карта, если смотреть в негативном плане, да, это застой. Застой, когда циркулирует вот энергия на одном месте. И вы в какой-то момент задумались, может быть, о том, что, я говорю, начало какое-то предчувствие к вам приходить, что что-то будет в моей жизни. Слишком все хорошо. Может быть, так даже задумались. Либо наоборот. Когда что-то пришло хорошее в какой-то момент, может быть, достигли какого-то уровня, когда
Все сферы сформировались так, как вы давно хотели или мечтали. В семье все хорошо, на работе все хорошо. Вы стали бояться, что что-то за этим придет, потому что так просто в жизни не бывает, когда все хорошо. Ну и в зоне своего комфорта вы привыкли жить. Я говорю, вот вы создавали все сами. И вы создали вокруг себя тот мир, который, в принципе, вас насыщает и устраивает. Но что-то вас сейчас очень сильно стало тревожить. Вы, говорю, человек, который готовы всегда кинуться на помощь другому человеку, да. Во-первых, вы считаете, что все люди равны. У вас нету дилеммы на плохих и хороших. Ну, да такой прямо, когда вот он плохой, потому что вот он такой-такой. Нет, вы, конечно, смотрите, как люди по поступкам живут. Но вы даже такому человеку, который, вот, простите меня, постоянно что-то совершает, какие-то поступки недобродетельные, так скажем, да, вы даже таким людям готовы протянуть руку помощи. Вы считаете, что каждый человек достоин шанса. Всегда шанс должен даваться человеку на исправление. Здесь, возможно, по вере, по вашей, да, ну, то есть вы относитесь к людям вот с чистотой сердца, с добром, вот, знаете, вот, который не всем присущи в наше время. И если видите, что кому-то плохо, я говорю, всегда стараетесь поддержать этого человека, подойти к нему. Даже, говорю, если это чужой человек, вы начинаете переживать его эмоции, что у него что-то случилось. Возможно, можете какое-то видео посмотреть в интернете, да, вот что-то там о чьей-то беде, да, или какой-то проблеме, и вы начинаете переживать об этом эмоционально, потому что настолько ваше сердце, в котором много места, и вы вот своей любовью пытаетесь обнять весь этот мир. Вы очень открытый человек. Также скажу, у вас очень-очень сильно развита интуиция. Возможно, со временем, да, у вас открылись те участки души, да, осознания, что вы много узнали о себе. Может быть, и отсюда, группа вашей вере, у вас и стало сердце наполнено любовью. Вы научили видеть в этом мире самое лучшее. Вы многое видите сейчас. Я говорю, возможно, поэтому вы настолько открыты. Вы уверены в завтрашнем дне, что Вселенная и Бог вас не оставит. Вы сотрудничаете со своим внутренним «я», потому что много вам прямо приходит, возможно, через сны, возможно, через какие-то знаки, и вы их замечаете. У вас сильная душа. Вот, возможно, я говорю, впереди первая карта, да, которая была, я говорю, беспокойство, вы чувствуете, я говорю, внутри. Может, где-то подверглись, да, каким-то разговорам, услышали что-то, и у вас появилось беспокойство, и либо какой-то страх, где-то, может быть, что-то пробил, да, то, что вот из старых моментов жизни вы чего-то стали сейчас как бы побаиваться. Сейчас будем смотреть. Вообще, вот по рыцарю кубков и жрицы, да, хочу сказать, что вы человек больше эмоционального такого образа жизни. Вы все, говорю, смотрите сейчас через призму сердца. Через хорошие эмоции стараетесь, через позитив стараетесь на эту жизнь смотреть. Я говорю, вы уже выросли духовно, очень неплохо, так скажу, у вас уже видение идет на этот мир. То есть есть люди, которые многие не замечают того, что видите вы. Но вы, еще скажу, такой человек сейчас, что, как я говорила, вы всегда готовы помогать, наполнять, поддерживать, но вы достигли того уровня, что вы не делитесь своей вот личной жизнью, какими-то, ну, вообще сферами своей жизни. У вас нет уже такого, что вам нужен кто-то, чтобы прямо бежать ему, рассказывать, хвастаться, да, чем-то гордиться, чтобы другой услышал, чтобы вам это принесло удовольствие. У вас сейчас этого нет. Вы наслаждаетесь, как бы живете здесь и сейчас, стараетесь жить здесь и сейчас. И наслаждаетесь тому, что вам Вселенная дает. Давайте посмотрим на пятерку, что у нас. Ну, у нас идет королева мечей.
В вашем окружении есть женщина. Причем женщина, которая, знаете, как получается, вы к ней вот идете, она принесла вам беспокойство в вашу жизнь сейчас. Вообще внутри с чем-то она вас очень сильно зацепила. Возможно, причинила вам сначала неосознанно какую-то боль. Либо сделала что-то так, возможно, зависть сыграла роль, да, что она попыталась вам причинить вред, потому что ей это было, ну, в удовлетворение, что у вас вот сейчас вот такой путь, а она не может так жить, понимаете? И вы для нее мало того, что всегда были примером для этой женщины, но вы в то же время для нее как соперник по жизни. Вот идет вот так, что она как бы соревновалась всегда с вами, пытаясь доказать, что она вас никогда не хуже. И есть у нее какие-то помыслы по поводу вас, ну, как бы вы их не видите. Хотя вы видите людей, вот вроде, да, парадоксально звучит, но именно ее вы принимаете очень с открытым сердцем. Она близко возле вас находится. Она тоже проницательна. Возможно, вы даже разговариваете часто, или были такие моменты, что вы разговаривали на какие-то духовные, возможно, темы, да, или интересы. И она вам тоже говорила, что вот у нее вот такие перемены, да, она видит вот так жизнь. Или, ну, пытаясь, когда вы с ней делились, например, да, в какое-то свое время, своими этапами развития, я так скажу, да, в этой жизни, как у вас вообще сейчас все происходит. И она тоже как бы пыталась вам стать под стать. Но вы это воспринимали, что у нее тоже путь идет как бы жизненный изменения. И вы даже радовались где-то, что у вас есть рядом человек, с которым вы можете поговорить на эти темы. Но эта женщина сама по себе очень холодная. Она интересуется в первую очередь только своей жизнью. То есть вот вы ее поддерживаете всегда, готовы ей выслушать ее, она будет вам долго выливать и негатив, и позитив. Неважно, что у нее в жизни происходит, она все сливает вот как бы к вам. Но когда касается вас, как бы это банально ни звучало, да, в нашей жизни, этот человек послушает, а потом почему-то как-то интерес к вашей жизни пропадает. То есть если вы готовы каждый раз советом помочь, плечо подставить, то от этого человека в последнее время вы не видите этого. Возможно, сейчас стали задумываться, что что-то не так происходит в вашей дружбе, возможно, да, или, может быть, это ваша родственница, сейчас посмотрим дальше. Но вы, я говорю, вот у вас беспокойство и пришло, вы начали интуитивно внутри чувствовать, что тот человек, кому вы доверяете, вы начали понимать, что доверять я ей не могу. Вот так идет. Что-то с ней у вас произошло, что вы как бы увидели ее с другой стороны. Как будто она вот не то, что сняла маску, но с годами она была для вас, я говорю, вот как бы видели вы ее через одну как бы призму вот сердца. Сердце вот связывало вас что-то с ней, ну какие-то отношения очень теплые, вот так скажу. Но потом что-то, говорю, вот произошло так, что она открылась к вам другой стороной. Скорее всего, у вас какие-то резкие перемены произошли, но в хорошем смысле этого слова. У вас что-то пришло в жизнь, возможно, насыщение, удовлетворение, говорю, вот непосредственно ваших всех сфер. Могли встретить мужчину, с которым у вас хороший брак, ну, все прекрасно. Душа в душу, да, родственная моя душа там. Вы рассказали об этом. Или что-то у вас произошло такое великое для нее, до которого она не смогла дотянуться. И вот в какой-то момент у вас произошел с ней, ну, не то что конфликт, а выяснение моментов, что вы, говорю, стали понимать, что что-то с ней не так. Но вот беспокойство у вас из-за нее идет, из-за королевы мечей. Причем, я говорю, она к вам холодна, а вы до сих пор еще где-то стараетесь, потому что вы привыкли прощать, вы привыкли давать шанс людям, потому что вы верите в людей, у вас есть, вот говорю, вот эта черта, вы как бы в жизни не было каких-то моментов, вы не разочаровались в людях, вы все равно им доверяете, пытаетесь верить в чистую дружбу, в эмоции, когда я же к ним так же, и они ко мне также будут относиться. Ну, не то, что вы из-за какой-то корысти, а просто вы считаете, что, говорю, другой человек такой же, как вы. Он тоже индивидуален, он тоже душа Божья, и вы на него смотрите вот именно вот так. Бывает, конечно, я говорю, эмоции, все мы не настолько еще просвещенные, чтобы не замечать, да, каких-то моментов, но вы все равно, говорю, не теряете веру в людей. И в ней даже сейчас уже у вас есть, я говорю, интуитивно моменты, внутри вы понимаете, что что-то от нее, вы как бы чувствуете от нее угрозу, что ли, или переживаете, что в один прекрасный момент выльется то, что вы не хотите видеть в ней.
Я хочу сказать, что вас сейчас отводят от этого человека. Вот у вас сейчас изменения идут в сфере того, что вы выходите на свой путь, который вам предназначен. Мы сейчас посмотрим, с чем связан, да, с какой сферой. Возможно, я говорю, вообще глобально все сферы жизни изменятся по звезде. Но эта карта, в первую очередь, сейчас я здесь могу сказать, это карта высших сил, когда ведут вас путеводной звездой по вашей дороге. Также это карта исполнения желаний, которые вы, я говорю, о чем-то вот сокровенно мечтаете. И вы переживаете сейчас вот еще вот из-за чего, что она может вам испортить ваш путь. Вообще скажу, что человек вам больше завидует сейчас, нежели относится к вам с каким-то теплом или искренностью. Даже если вы в разговорах с ней общаетесь, она улыбается, и так же, как раньше, да, все вроде как раньше. Но в глубине души вы, говорю, чувствуете, что что-то изменилось. И эта женщина, ну, ждет удачного момента, чтобы вам насолить сейчас. Насолить не в том плане, что прям все вам испортить, но если вы где-то в своей вот, которой мечте сейчас цели, возможно, говорю, вы хотите сейчас что-то изменить в своей жизни, у вас сбивается мечта по поводу какого-то движения, да, куда-то дальше. Это может быть переезд, возможно, вы что-то приобретаете, но это что-то очень важное в вашей жизни. У кого-то, может быть, это свадьба, я и так могу сказать, да, что то есть очень важно. И я говорю, она не дотягивает до вас. И рыцарь мечей здесь говорит, что она прямо ждет, когда у вас не получится, чтобы подчеркнуть то, что, ну, ты же такая же, как я, куда ты там собралась. Потому что она до вас сейчас не дотягивает. И вы, говорю, вот из всего, что сейчас я вам сказала, я говорю, еще раз повторю, вы это интуитивно уже чувствуете. И не зря вы нашли, говорю, расклад этот, не зря вы его смотрите, потому что, говорю, именно интуиция вас подталкивает. Давайте посмотрим ее помыслы по поводу вас. Знаете, она вот настолько привыкла, что в ее мире вы... Кстати, скажу так, чтобы вам еще было понятнее по поводу этой женщины, у нее очень мало друзей. У этого человека нету близких людей, даже так скажу. Вот она, может быть, считает вас за лучшую подругу. Возможно, это ваша сестра. Но у нее мало людей, кому она вот по-настоящему может открыться и довериться. И еще скажу, что у нее в какое-то, да, событие в какое-то время могли произойти, что и развод в семье мог быть, и, возможно, она уехала оттуда, где вы находитесь. Ну, возможно, рядом жили в соседних домах. И сейчас она не очень близко живет. Но вы, говорю, можете созваниваться каждый день, общаться. Возможно, расстояние вас развело в свое время. И теплота тех лет, с которой вы с ней провели, у вас осталась. Вы изменились, и она изменилась. И теперь с каждым днем все меньше остается между вами вообще что-то общего. У вас один путь, а у нее другой путь абсолютно. И она это понимает. У нее, знаете, вот я говорю, она с вами соревнуется, но в то же время этот человек очень боится вас потерять, потому что вы для нее как ресурс. Во-первых, с кем я буду соревноваться, да. Во-вторых, вроде я ее люблю, потому что она для меня важна. Но это перешло, говорю, уже ту черту, когда вам этот человек, ну, на пути уже будет не нужен. И, скорее всего, вы сейчас, вот, не знаю, идет так, что вы стали закрываться от нее. Я, помните, я вам сказала в самом начале, что вы сейчас не делитесь радостью своими, какими-то достижениями, да, вот там в сфере работы, в личной сфере. Вы привыкли радоваться уже просто про себя, вот скажу так. И вы сейчас перестали даже ей об этом рассказывать. Это первый звонок был о том, что вы стали понимать, что что-то не так. Вы, я говорю, она боится вас потерять. Но она, как это вам объяснить? По тройке мечей вы ей уже причинили, я говорю, возможно, расстояние, которое между вами, она перенесла очень тяжело. И либо ее обстоятельства вынудили, либо вы переехали, либо вы сейчас пройдете такой этап, что вы уезжаете куда-то. Но вы с этим человеком не рядом будете. Или уже не рядом. И вот эта вот тройка мечей для нее, я говорю, помыслы, что вы ее обидели, вы ее предали. Ну, смотрите, одни мечи на нее идут. Она наблюдает. Я говорю, вот прямо наблюдает за вашей жизнью.
Вы-то нет. Она не может даже как-то вас вывести на разговоры, что ли. Ей тяжело. Ну, какие у нее мысли? Я говорю, во-первых, она на вас обиду затаила. Где-то в глубине души, может быть, она сама этого не признает, да, головой, но в глубине души она вот чувствует обиду. Из-за того, что у нас же был свой мир. И мысли-то приходят в основном, что тяжело ей. У вас своя жизнь, она, я говорю, как я и сказала, она наблюдает за вашей жизнью, и ей от этого, ее давит это очень сильно. Она-то смогла свою жизнь изменить, а я до нее не дотянула. А привыкла постоянно идти с вами, говорю, вровень. Давайте посмотрим, что вам этим хотят сказать по поводу нее, да, уже какие... Давайте так, какая сфера у вас сейчас так меняется, посмотрим. Ну, у вас счастье. Вы сорвали джекпот. Вот скажу вот так. Прямо идет вот такая информация, что вы... Или вот сейчас уже у вас прямо на вас обрушилось в хорошем смысле, да, этого слова счастье, которое вы так долго шли. Но это по заслугам, потому что, говорю, вы изменили свою жизнь, свой взгляд на жизнь. Либо вот только-только у вас сейчас это идет. Ну, говорю, скорее всего, уже пришло, потому что, я говорю, она не хотела, чтобы у вас так было все хорошо. Как бы не со зла, да, вроде, ну, там, не то, что она вас там ненавидит и так далее, да, а именно, что она вас потеряет как ресурс, потому что за счет вас она считала себя, ну, знаете, вот есть такие отношения, когда человек вот эго свое тишит, рассказывая вам, как бы подчеркнуть, какая она молодец, какая она хорошая мама, там, допустим, хорошая жена и так далее. И вы единственный источник, за счет кого она свое держала свою корону, скажу так. И вот тут у вас происходит разрыв. Сначала вы поднимаетесь на ступень, на 2, на 3 выше какому-то развитию, у вас что-то в жизни, может, вы свободнее стали, да, от многих обязательств, у вас могла личная жизнь измениться, возможно, разбогатели, или еще, ну, в общем, то, что она не смогла, потому что всегда за вами все повторяла. Или старалась повторять. Я говорю, могли вы одно время это не замечать. Однажды вы это уже увидели, и, может быть, даже не один раз. И она не дотянула. Поэтому ее так это злит. Да, у вас в материальной сфере могло измениться очень много. У вас было очень много вариантов. Возможно, за вами и по работе бегали, да, то есть искали именно такого специалиста, как вы. И в личной жизни мог быть не один мужчина, который за вами ухаживал, а у нее, допустим, личная жизнь не складывалась. Или рабочая сфера не складывалась. Но вы сейчас королева пентаклей. Ну, дисков, да, здесь так, по классике. Королева пентаклей. Вы идете в такую стабильность, или уже стали, говорю, стабильны настолько, что, говорю, кому-то этого пока не видать. Но у вас в любом случае перемены, если сейчас, говорю, только-только начинается, вы вот по звезде еще не знаете, куда вас ведут к исполнению вашей мечты. Вы уже человек, который живет сердцем, человек, который живет в радости. Но сейчас исполнение вашего желания настоящего идет. Вы шли, говорю, к этому очень смело. Возможно, вы прекратили что-то прошлое. Я говорю, уехали. Расстались со всеми людьми, кто там был с вами в прошлом связан. Как бы изменили свой мир настолько, что даже порой сами задумываетесь, надо же, как еще 5 лет назад я даже бы не поверила, что так будет. И вы этого добились, говорю, все сами. Также хочу сказать, что сейчас на вашем пути еще будут люди, которые пытаются вам пыль в глаза пустить. Но вы выстоите. Вот особенно от этой близкого, ну, женщины в близком окружении. Нападки будут какие-то. Вам, возможно, что-то захотят посоветовать. Вы не слушайте, потому что это просто туман будет. Ну, зависть и корысть. Да, только сказала по поводу зависти, 7 мечей вышла. Обман. Вот мы наконец-то подошли, как говорится. Я все пыталась понять, к чему вообще вас сейчас приведут. Точнее, уже понимала, что вас очищают ваше пространство, людей с вашего пути убирают, которые вам сейчас не нужны. Почему? Потому что вы идете туда, где вы должны быть. То есть
по вашему изменению сейчас и люди будут притягиваться абсолютно другие в вашу жизнь. Во-первых, у вас, я говорю, зависимость людей от вас, от вашего вот ее особенно, да, обмана много. Вы сейчас вообще много узнаете по поводу даже последних, так сказать, людей, которые в вашем окружении. Медленно и верно сейчас все развернется вокруг вас. Вы где-то в глубине души все равно пытались еще удержать что-то прошлое, что вас связывало с этими людьми. С этим человеком, возможно, да, это может быть и бывший тоже мужчина здесь. Но эти обстоятельства наконец-то уходят из вашей жизни. Вы сейчас пойдете по звезде к исполнению своей мечты. А вы знаете, чего вы хотите, потому что королева Пентаклей – это женщина, которая уже поняла. И вот здесь вас обманом постараются удержать в чем-то. Возможно, она что-то сделает, потому что, я говорю, кто-то из вашего окружения очень не хочет, чтобы вы были счастливы. Но как бы ее попытки ни к чему не привели, в общем, ей не дадут. Вы находитесь под такой сейчас защитой, я говорю, высших сил, что ей не дадут причинить вам никакой вред. Ни ей, ни другим. Вас с этого пути сбить уже не получится. Все их попытки будут тщетными. И просто это все сойдет на нет. А у вас идет новый путь в жизни. Десятка насыщение. Насыщение говорит о счастье в личной жизни. Просто удовлетворение от своей жизни. Я говорю, вы очень много сейчас узнаете. И так вас обрадует. Вот знаете, где-то будет, где-то еще тяготит. Потому что, говорю, вы человек такой, а вдруг я неправильно поступила с ними там или с кем-то, да, кто в вашем окружении. Но когда вы все оставите позади, а вы оставите в ближайшее время или уже оставляете, вас порадует то, что откроется. Вы поймете, что вы были на правильном пути и не зря слушали свою интуицию, не зря вам Бог помогал. Вы простите, вы отпустите все, потому что вы уже умеете. У вас хватает и мудрости, раз вы все отпустите. Я говорю, ну вы поймете, насколько вы сейчас укрепились и можете разговаривать со своим духом, да, слышать интуицию, ее голос и развиваться дальше. Та жизнь у вас закончилась, прошлое, все. И люди, которые там были, с которыми вы привыкли в свое время проводить определенные вечера, там, да, какие-то моменты в жизни, которые все, вас уже это не удовлетворяет, вас уже это не интересует. Вы изменились. Откроется многое сейчас. Когда вот ваша судьба сейчас меняется, да, и вы увидите. Скажу так, что сейчас вот хотела посмотреть все-таки, думаю, сферу, может быть, определенно увидим, да, то есть это будет отношения, думаю, материальные или, может быть, что-то эмоционально вас порадует. Идет перемена во всех сферах. Вот вы долго ждали, я говорю, какого-то рывка. У вас сейчас есть и потенциал, и сила, и энергия для того, чтобы рвануть. Вы строили эти планы, говорю, возможно, даже не 1 год. Эта идея у вас прямо созревала. Вы, говорю, хранили ее, не рассказывая многим сейчас. И у вас все получится. Потому что, говорю, как говорится, звезды сошлись. Да. Здесь у вас будет, во-первых, вы добьетесь того, к чему вы сейчас идете. По тройке это будет изобилие. Вы получите удовлетворение в своей жизни. Я говорю, что вы не зря это прошлое все оставили, все поменяли, взяли на себя инициативу и изменили этот мир для себя. Потому что по 4 кубков у вас все уже, в принципе, есть в жизни. Но вас ведут дальше, так как нужно было развиваться. И это развитие вам и открыло новые горизонты, новый потенциал. Я говорю, это касается, возможно, вы куда-то едете, приобретаете что-то, но очень сильные перемены идут в том плане, что что-то глобально в вашей жизни сейчас меняется. Потому что все хорошо, вы идете туда, куда нужно. То есть ситуация, которая сейчас у вас беспокоит, да, с близким человеком в вашем окружении, она изменится. Вы поймете, многое откроется. Когда вы сделаете шаг в новое, послетают маски. И вы прямо удивитесь тому, что насколько вы были правы, что вот прислушались к себе. Потому что Бог вас сейчас ведет туда, к тем изменениям и переменам в ваших сферах жизни, которые вы заслужили.
В принципе, игру по картам ничего, то, чтобы можно было себе брать сейчас как за сомнение, стоит или не стоит двигаться вперед, да, со всеми силами своими. Ничего такого нет. Идите смело, все будет хорошо. Вы все правильно делаете. Это только про судьбу сказала, что третью карту достану. Вот ветер перемен, который у вас сейчас в жизнь пришел, и вы его уже ощущаете, понимаете, игру вас ведут по судьбе. Ваша судьба сейчас встала, как говорится, на тот поток, на который вы должны. То есть там, где вы должны проявиться, проявить себя. И вы доросли, вот так скажу, вот до уровня, где вам подготовили уже совсем другое место. Вот так сегодня говорят карты. Подумайте сейчас после расклада, да, о чем вообще идет речь, почему именно вы этот расклад увидели и что за человек рядом с вами, да, если откликается, то отойдут все, кто вам не нужен. Таков замысел вашей души и дальнейшего вашего продвижения в этой жизни. Идите смело к новому, открывайте свое сердце, потому что хорошие перспективы на будущее у вас. Хорошие карты вышли, хороший вышел расклад. Желаю вам, чтобы у вас все получилось, достигли своей мечты, и в каждой сфере у вас все гармонично слаживалось. С вами была Лика. До скорой встречи.